Но я вам открою то, что я никогда в жизни никому не рассказывал. После раздербанивания этой дачи я получаю, короче, $4000. Помню ту первую тачку, которую я смог себе позволить. И я решаю себе купить Mercedes. Я искал с самым большим двигателем. Это такая дичь. Все, видно, что перекуп это 100%. Они меня встретили, короче, на центральном вокзале. Фонтан просто антифриза. Машина вся кипит. Едем, а у него лампочка давления масла начинает гореть. Прямо живое масло вытекало вообще с задней трубы. Ставил ее с горы, чтобы ее можно было завести. Как вы думаете, что я сделал? Я ее продал. Естественно, на каждой машине я наваривался. И поехали с Олегом по клубам. Квартиры, ничего, куда их везти. Но у нас была тачка. Это, приколите, пьяный просто ехал. 2 раза чуть не разбался. То нас словила полиция. Далее тот человек, который нам ее сдавал, он прямо хотел на нас подать в суд. Честно говоря, не готов этим гордиться. Если я был в Беларуси, я бы эту информацию вам не рассказывал. Ну что вы, пацаны, здорово. С самого детства вот я рос в семье без отца. Меня всегда тянуло к автомобилям. То есть мой дядя мне заменял, можно сказать, отца. И поэтому у нас были автомобили постоянно в семье, но не все были кончены. То есть я помню ту шестерку, которую постоянно чинили, постоянно он пропадал где-то в гараже, вокруг какие-то запчасти валялись. Я даже помню эти аккумуляторы, которые стояли на подзарядке дома, они там кипели и так далее и тому подобное. И также помню, когда на эстакадах менялось масло. Эти все гаражные движения, я это тоже все помню. Что меня всегда тянуло к автомобилям, потому что я всегда считал, что это круто. Я всегда старался сесть за руль, я всегда старался сесть на колени к дяде, для того, чтобы как-то порулить, пытаться. Естественно, все движухи, они проходили у нас на даче. Ну, во-первых, я тогда ездил только на велосипеде. Были старшаки, которые после того, как отобрали у меня велосипед, ездили просто, сняли с него все катафоты и все, что там можно было продать, отдали мне его голым. У них была, короче, копейка. Эта копейка еле заводилась, дедовская, но когда она заводилась, они любили делать на песке бернауты. Ну, знаете, просто вот активно стартовать, короче, чтобы грязь из-под колес, короче, валила. Но у меня вообще среди старшаков была очень хреновая репутация. Меня никогда не брали. Всех сажали, пацанов, в эти машины и без прав, короче, по этой всей деревне возили. Набилась вся машина, для меня места не было. И что я сделал? Я просто прыгнул на крышу, ухватился 2 руками за эту крышу, ноги свесив на багажник, и они дали 60 по проселочной дороге. А она с ухабами. Мне настолько было страшно. Я мог остаться инвалидом, реально. Если бы я слетел с этой крыши, ну приколите, когда вы ложитесь на крышу, ее обхватываете 2 руками и вот так вот несетесь по проселочной дороге 60 км в час. Но когда мужчина взрослеет, то есть где-то там в 12, в 13, мне очень хотелось нравиться женщина. Знаете, это, наверное, идет откуда-то со средневековья, когда мужчина для того, чтобы произвести впечатление, он должен переехать на белом коне к женщине и так далее. Но и он должен уметь управляться с этим конем. Соответственно, машины не было, никто мне ее купить не мог, мы жили очень-очень бедно, мама не зарабатывала, батьки не было, дядька не давал ездить на автомобиле, и у меня и прав не было. Я помню, когда мы с моим другом, он украл ключи у своего бати, пока он был пьяный. Я помню тот момент, как сейчас, когда я сел за тот Volkswagen и включил первую передачу, и без выжима сцепления включил вторую. Я помню, как я ехал этой ночью без прав, не пристегнутый, вместе со своим другом. И я тогда почувствовал настоящее счастье, что значит управлять автомобилем. И я тогда сказал себе, что бы то ни произошло, я хочу научиться ездить на тачке, я хочу обязательно получить права. Ну и в этот момент, когда мы... Да, я хочу... Нормальная эмочка. Я хочу ездить на таких тачках, очень сильно. Мы, короче, не справились с управлением, и, чтобы вы понимали, вот кусты, знаете, есть такие жесткие кусты, и вот машина стала, получается, заехала и прямо налетела на эти кусты. Второй раз, когда мы уже взяли у него ключи, то нас словила полиция. Но когда мы ехали, мы просто забыли включить свет. Вот, а как раз таки там стояли полицейские, и они нас сразу хлопнули. Я просто помню тот момент, когда мы ехали, получается, за нами гнались полицейские, мы выбежали, мы побежали. О, какая симпатичная девочка стоит, елки-палки. Бежали от этих полицейских, ну нам-то, конечно, ничего не было, но
моему другу потом очень сильно взлетело. Это был 2004 год, я пошел учиться в колледж, уже было 16 лет, скоро будет 18, но уже у пацанов, короче, появлялись классные тачки. Знаете, это были те моменты, как возле подъезда еще распредвалы меняли, еще оставались какие-то там москвичи стояли. У меня знакомые зарабатывали себе на машину, брали, покупали там кнопочные телефоны, там Nokia, да, к примеру, покупали их за $10 в газете, давали объявления, интернет-сайтов не было, и выставляли их за $20, и таким образом, провернув несколько телефонов, можно было заработать там за неделю, там 100 баксов, а 100 баксов тогда просто для студента это было, тогда зарплаты были по 150, чтобы вы понимали. И я помню, знакомый мой, он себе купил старый раздолбанный Opel Omega, посадили девчонок и поехали яблоневый сад. Он ехал за рулем, 18 лет тогда было. Я ему, сука, завидовал просто, потому что он едет на своей тачке, когда он заработал барыжа телефонами. Эти девчонки смотрят на него просто тихут, а я еду, блядь, я даже не знаю, как кнопочку какую-то нажать. Мне настолько это зацепило, блядь, мне настолько хотелось, сука, все разорвать, получить эти права, найти максимальные деньги, потому что очень хотелось нравиться бабам, очень хотелось. Сейчас-то я понимаю, сейчас бабам вообще пофиг, какая у тебя, сука, тачка. Они смотрят, новая, либо не новая, красивая, либо некрасивая. Они ни хера не понимают. Я помню, с одной подругой гулял, я говорю, смотри, стоит старый Porsche, знаете, старый такой, там, который стоит там лям баксов, там, Panamera, да, который там стоит 150 тысяч там, долларов. Я говорю, ну что, я взял бы по-любому старую Carrera. Она говорит, а я бы взяла Panamera. Разница в 10 раз, бабы ни не разбираются в тачках. Но тогда это было очень важно. Нужно было максимально доказать, что ты можешь управлять, сука, так же, как ты научился ездить на велосипеде, также хотелось доказать, что ты можешь управлять автомобилем. Гормоны ебашили просто максимально. Я пошел учиться на права. Пальцев на вашей руке не хватит для того, чтобы определить, сколько раз у меня было попыток сдать. 11 попыток, чтобы сдать, сука, на эти права. Но я все равно был неугомонный. И я продолжал, и наконец-то я получаю эти права. Но машины-то нету. Нету машины, все. Я подвозил пьяных друзей, я подвозил родителей на дачу. В общем, я все делал для того, чтобы сесть когда-нибудь вообще за руль. Я настолько был помешан на машинах. Я очень любил Мерседесы. Прям МГ, короче, все эти тачки. Ни одна тусовка, ни одна попойка не проходила без того, чтобы я включал просто ролики на ютубе, как гоняется BMW Мерседес, и всем доказывал, что Мерседес быстрее. Вот, у меня был, короче, такой загон. Люди просто крутили у виска. И тогда я попробовал всем доказать, что я могу себе взять Мерседес. Мне было 25 лет, мне подарили $100, и как вы думаете, куда я эти $100 спустил? Конечно, чтобы взять в аренду 210-й Мерседес. Я искал с самым большим двигателем. Вы можете себе представить, я первый раз в жизни сел за Мерседес. Да, он был 2001 года, то ли 2005 года, короче, я уже не помню. Но это был настоящий Мерседес. Все, кто смотрит это видео из моих друзей, не дадут соврать. Я всех собрал, пацанов, девчонок, с которыми я общался. Я и начал их катать, короче, на этом Мерседесе. И я настолько закатался, мне настолько хотелось ездить. Я уже съездил в аэропорт, с Альфа-Ромео погонялся. Сюда. Я уже, короче, по ночному Минску ездил. Я уже 2 раза чуть не разбался, короче. Кого не было, занесло бы, выровнялись. Но когда я чуть Audi A8 в жопу не ехала, это вообще просто, это нереально просто. Я даже на праздничный стол не пришел. Без меня свечи задували. Я настолько ебанутый был, что просто вот как вот этот чувак, который сейчас поехал под кирпич, я гонял, короче, на этом Мерседесе. В итоге я загонялся до того, что мы даже с чуваком там заснули в этой машине. И настолько ее засрали, на утро ее отдали. И тот человек, который нам ее сдавал, он прямо хотел на нас подать в суд. В общем, она была просто шикарная. Я тогда вот прикоснулся к Мерседесу, мне он так понравился. Я себе сказал, что рано или поздно я обязательно куплю себе Мерседес. Я был любитель сердцем, который горел машинами и очень хотел ее быть. И свою жизнь связал, сука, с такси. Вот, у меня не было своего автомобиля, и купить даже какое-то галимое рожно, ну, не представлялось возможно. А галимое рожно, сколько оно стоило? Оно стоило где-то $1500. Что во всех моих каких-то туристических поездках мы пытались брать автомобиль. Но один из самых таких запоминающихся моментов было, когда мы взяли тачку, скинулись просто все деньги, которые у нас возможны были, арендовали эту тачку. Она вышла в каких-то, ну, очень там дорого она, но мы прям хотели кайфовать, ездить. Мы поехали на Кипр, мы объездили там
горы, которые там были возможные. Ну, и в один прекрасный момент мы решили поехать в один из курортов. Ездили ночью по серпантину, глохо, переключали автомат на нейтраль, чтобы только просто эти капли бензина вот этого дорогого кипрского сэкономить. Но самый прикол был, я, конечно, этим абсолютно не горжусь, но когда я приехал на этот курорт Айанапа, а там, чтобы вы понимали, ездили такие, короче, черные на мотороллерах и раздавали всем пригласительные билеты на тусовки. А там был бесплатный алкоголь. Вот, я, короче, набрал этих пригласительных билетов, и мы уехались просто, ну, там, практически в щи. Чуваки заснули на заднем сиденье, а мне же нужно ехать обратно, то есть, получается, в отель, ну, километров 150. Я, ну, пьяный. Я взял с собой сникерс, положил между ног чипсы и, короче, вез их по этому серпантину. Приколите, пьяный, просто ехал на этой тачке. Единственное, что меня спасало, что полиция на Кипре всегда ездит с включенными маячками и никогда не останавливает просто так. А там правое движение. А я помню, перед нами еще ехала какая-то BMW M-ка. Я за ней гнался. Вы когда-нибудь видели, как ездит хэтчбэк по серпантинам со скоростью 175 км в час? Это просто дичь, ребята. Как я не разложился. Я сейчас просто, я помню, я проехал эти, по-моему, 200 километров. Я уже засыпал. Мне уже было плохо. Просто я вспоминаю то, какой я был долбоеб, что я мог реально просто угробить себя и угробить еще несколько жизней на этом серпантине. Но вот такая моя была юность. Итак, ребята, мы тут сделаем небольшую ставочку. Если вам когда-нибудь понадобится адвокат в Варшаве, классный адвокат, который решит любую вашу проблему, касающуюся административного права, хозяйственного, уголовного права и так далее, поможет вытянуть вас из самой сложной ситуации, я вам хочу порекомендовать своего хорошего друга Андрея, который много раз помогал и мне. Я уже снял с ним интервью, будет еще интервью, поэтому ссылочки будут в описании. Запишите его номер, просто запишите его в телефонную книгу. Мало ли что случится с вашими знакомыми, с вами, с вашей семьей. Просто набирайте, он приезжает и решает любой ваш вопрос. Так что ссылочка в описании и не благодарите. 5-6 лет, короче, я не мог себе ни тачки купить. У меня не было денег вообще просто. Жадная история, ладно. Не знаю, может быть, мне за это попадет от него, но, короче, в 2012 году мой знакомый пригнал, еще можно было тогда гонять, очень интересную тачку. Тогда вообще в Минске нормальных тачек не было. Можно было встретить их только у бизнесменов, каких-то там звезд каких-то и так далее. А тогда как раз-таки закрывалось это окно, когда можно было с Литвы, с Латвии пригнать с Европы машину без каких-то там жестких таможенных пошлин. Он пригнал CLK. Mercedes CLK 3-литровый, который звучал офигенно, который был максимально красивый, кожаный салон. Я тогда в таких машинах не ездил, я видел их только на картинках. Мне всегда хотелось ездить на Мерседесе. И помню, когда я увидел эту машину, я просто влюбился в эту тачку, и я просто не поверил, что я даже могу просто на пассажирском сиденье вместе с ним прокатиться. Мы не спали целыми ночами, мы ездили, короче, мы разгонялись, мы замеряли разгон, короче, это было просто что-то с чем-то, что мы сцепили, короче, девочку легкого поведения, она еле-еле уместилась там, ну, потому что это было купе, которое, ну, вот, вы сами подумайте, как можно, к примеру, в такой тачке уместиться на заднее сиденье. Это было купе. И, в общем, мы ее повезли в кафе, напоили водкой с пельменями. Она поплакалась по своей жизни. Заплатили ей как за час ее работы и отвезли ее обратно на то место, где она стояла. Это просто дичь. Мы такие движухи устраивали. Самое, что интересное, когда мы подъезжали на какую-нибудь парковку, где тусовались владельцы Мерседесов, к примеру, тогда там были различные тусовки и так далее, мы были самые модные. Всегда хотелось классной машины, но у меня никогда на нее, сука, не было денег. Я помню ту первую тачку, которую я смог себе позволить. Помните, Высоцкий на чем ездил? Это был первый, наверное, единственный Мерседес в Советском Союзе. Так вот, у меня был примерно такой же. У меня был 123-й Мерседес. Я не помню, кто мне тогда дал деньги. То ли бабушка дала, то ли у меня было, то ли я что-то продал. Но первое, что я себе сделал, я купил этот Мерседес. Это было дизельный Мерседес, хавал больше масла, чем соляр. Когда ехал, у меня прямо живое масло вытекало вообще с задней трубы. И туда также я заливал отработку. Этот Мерседес у меня прожил где-то примерно 1 сутки. Я показал эту тачку своему дядьке. Он просто схватился руками за голову. Говорит, тут же колеса от москвича. Тут же вообще. Мама села на заднее сиденье, и у нее ноги провалились. Он был гнилой, просто пипец, весь вылепленный из шпаклевки. Там не было ничего, то есть там не было, получается, ни стеклоподъемников электрических, там не было гидроусилителя руля,
Там не было нифига, там даже фары нормально не горели. Приходилось включить дальний свет для того, чтобы хотя бы как-то было видно улицу. Но самое главное, это был настоящий Мерседес, подлокотник. Там ничего не работало, но был электролюк. 82 год. Я не понимаю, что делал человек, который его заказывал. А вот когда-то там в Германии, да, просто там был электролюк и не было ничего. Я его сразу же продал. Он такой рынок был. Я его выставил, красиво сфотографировал, съездил на нем на дачу и, короче, заработал на нем 100 баксов. Когда я продал Мерседес, я задался вопросом, какую же нормальную машину купить. И мне посоветовали купить Mazda 626, дизельную, у которой также, когда я заезжал на парковку, вырвала половина пола. У меня, короче, чтобы вы понимали, не было ни одной живой машины никогда. Было куча разных машин. Но когда я ее продал, естественно, на каждой машине я наваривался. Таким образом, я вошел в бизнес торговли автомобилями. Таким образом, потому что это было просто. Машина стояла на транзитах, и, соответственно, там просто переписывался договор купли-продажи, и все. Там можно было даже ее на учет не ставить, ты просто ездил. Полиция, когда останавливала тебя на такой конченной тачке, они просто тебя отпускали, потому что, ну что, 20-летний пацан без денег там ездит просто и все. Я помню тот момент, когда я поехал покупать второй Гольф. Ну, я подумал, самая дешевая тачка, это может быть второй Гольф. 1.3 двигатель, бензин, вроде должен быть очень такой экономичный. 4-ступенчатая коробка передач. То есть, если ты ехал на 80 км в час, то уже было, там, я не знаю, под 3000 оборотов, чтобы вы понимали. Я ее поехал покупать в Барановиче. Я поехал с этими бабками. Я нашел чувака по объявлениям, не зная ничего. В техническом... Я говорю, дядька, поехали со мной в Барановиче покупать тачку. Он был то ли пьяный, то ли что. Он говорит, что ты хочешь брать? А говорю, вот эту. Он говорит, ты что, ну, типа, ну, ты нормальный? Она стоит $1000, и тут не за что просто платить $1000. А мне просто настолько хотелось ездить вообще на машине, что просто я был готов поехать, неважно, скажи, в Сахару поехать за машиной, я был готов поехать. Такое желание у меня было всегда ездить на автомобиле. В эти конченые Барановичи я туда приехал, меня встретили пацаны, которые продают, а там пацаны такие, ну все, видно, что перекупы это 100%. Они меня встретили, короче, на центральном вокзале, сразу видели, что... Ну лох, ну просто лох, просто. Сзади на заднем сиденье головка, прокладка головки ГБЦ, короче, валяется. Они меня везут куда-то к себе. Он говорит, ну слушай, ты ее берешь? Я говорю, я готов торговаться. Он говорит, $790 и типа ни копейки меньше. Я говорю, все, окей, отлично, все, еще сторговался. Я такой, все. Мы едем, а у него лампочка давления масла начинает гореть. Я думаю, что это за лампочка, говорит. А он говорит, тут омывайки не хватает, короче. Я говорю, омывайку я залью, короче. Чтобы вы понимали, я проехал 100 километров, и у меня поднялась температура, короче, до 120 градусов. Я останавливаюсь на заправке и прошу дальнобойщиков, чтобы они подсказали мне, как починить машину. Они подходят, открывают расширительный бачок. Бах! Фонтан просто антифриза. Машина вся кипит. Туда невозможно даже антифриза долить. Она говорит, так вот, почини, у тебя же прокладка ГБЦ валяется. Как я просто долбался с этими машинами. Она еще документов не было. Чтобы вы поняли, мне когда продали этот, короче, второй Гольф, мне сказали, что документы заберешь у чувака с Молодечина, он как раз таки будет в Минске. Дали мне телефон, и я даже, приколите, даже не удосужился ему позвонить. Оказалось, что этого человека в принципе не существует. Что я сделал потом? Оказавшись в ситуации с пробитой прокладкой ГБЦ, с разными колесами, в машине не работал генератор, ее невозможно было подкурить, я постоянно платил деньги таксистам, постоянно ставил ее с горы, чтобы ее можно было завести. Как вы думаете, что я сделал? Конечно, я ее также продал кому-то без документов, также на что можно ее переоформить. Да, ребята, я, честно говоря, не готов этим гордиться, но такие были времена. Что вы хотели с 20-летнего пацана, который ни не зарабатывает, и нужно было вернуть свои деньги обратно? Я избавился от этой машины и купил себе наконец-то ноутбук, где я играл в Need for Speed и лишился всех этих проблем. Потому что как мы покупаем вообще тачки? Мы их покупаем как обычно. Ты не то, что покупаешь их, чтобы потом можно было их там обслужить как-то и так далее. Ты покупаешь их еще и в долг. Просто так же было у меня. То есть я покупал тачки просто тютелька в тютельку. А когда были какие-то проблемы, сломался стартер или так далее, я просто не знал, что мне делать. И это все повторялось. Да, помню, когда мне давали все-таки какие-то машины ездить, чтобы вы понимали, там было такое комьюнити интересное, гаражники, там лучшие перекупы Октябрьского, там, Ленинского района. Скупались где-то машины, где-то в Солигорске очень любили покупать машины, потому что это город шахтеров, короче, там люди хорошо зарабатывают, и зачастую там лучше всего машины. Ну, и плюс еще это как бы типа не столица, поэтому люди там готовы были, ну, люди более простые, в общем. Давалось объявление в газету, люди звонили, и машины покупались. И помню, мы купили такую Opel Kadett, по-моему. Это был Opel Kadett, дизельный, 1.6, 1.7, я не помню. И мне ее дали продавать. Сказали, у тебя хорошо получается, а как я?
Я тогда занимался продажами, и на все продажи я приходил в костюме. В общем, я полностью, галстук, все. Люди охуели просто. Потому что они видят, говорит, рожно какое-то ебаное дерьмище, дрова продает чувак, который выглядит, ну, как минимум, как Пабло Эскобар. И они сразу покупали. Ну, потому что было огромное доверие к такому человеку. Просто, я был щавлик, я был просто, сука, подстрел на пластмассовых этих галошах кучих. И еще иногда хорошо пахнет. Когда мамины духи мог взять попользоваться. Я помню просто этот Opel, когда мы поехали с Олегом, с моим знакомым, по клубам. У нас не было денег зайти ни в один клуб. Я помню, мы скинулись, короче, бабками на топливо. Все, у нас больше ничего не было. Он купил, по-моему, бутылку водки и батон. Вот, и говорит, все, вези, будем цеплять девчонок. Мы нацепляли девчонок, и что мы... У нас не было ни квартиры, ничего, куда их везти, но у нас была тачка. Это очень круто. Я помню этих девчонок, они были довольно-таки симпатичны. Я помню, это было... И мы, знаешь, чем их могли единственное заинтересовать? Он говорит, девчонки, а вы едете домой? Они говорят, ну да, вот уже, типа, собираемся. А так а что вам, типа, такси вызывать, там, в 3 часа ночи? Давайте мы вас подвезем, там, на Каменную горку. Я помню, тогда еще Каменная горка не была так расстроена, у нас район в Минске. Еще не было этих, там, новых домов, огромных микрорайонов, а это было, сука, поле. Я помню, мы заезжаем в это поле, а у меня, что вы понимали, мы настолько за***ли эту машину, что у меня петли, блядь, отваливались просто. У меня, помню, отваливалась выхлопная труба. Блядь, у нас не было денег, мы эту последнюю девчонку завезли и спрашиваем ее, а ты не против оставить свой номер телефона? Ну, тогда же были даже еще кнопочные телефоны. Она говорит, сорян, чуваки, но я посмотрела на вашу машину, мне кажется, нам с вами не по пути, блядь. Ой, просто, это такая дичь. Я помню, у нее вырвало рычаг сзади, и реально на всех лежачих полицейских эта машина звучала как, знаете, советский старый трамвай, сука. Мы ее так и не смогли нормально продать, потому что там просто вывалилась петля с мясом. Я посадил одну свою подругу, раздолбанный тот Opel Ascona, который я вам рассказывал, и мы поехали в клуб Мэдисон. Она была тусовочница, жесткая, но очень красивая девочка. Я ее один раз прокатил, после этого, конечно, она перестала отвечать на номер телефона, потому что, когда я ее возвращал в клуб, она сказала, а ты можешь не подъезжать, ты можешь остановиться за километр от этого клуба. И это тогда очень сильно меня зацепило, потому что я подумал, ну да, Opel Ascona, да, отваливаются двери, да, петли отгнили. Ну а что сделать? Да, моя хромая лошадь, но та лошадь, где мы можем с тобой уединиться. Лика, если ты смотришь это, я тебя ненавижу за это. Я, наверное, уже 50 это. Ну ладно. У меня таких историй вместе с машинами куча, блядь, куча. Я могу вам рассказывать их всю, сука, целую жизнь. Насколько мне хотелось иметь машину, нормальную машину. Бабушка, вышлите мне деньги. Бабушка продает дачу. Ну, дед умер. Бабушка поняла, что у нее уже плохое здоровье, она уже не может, в принципе, больше ездить обрабатывать. Да и мы все эту картошку сажать. Ну, какую картошку, если, в принципе, ты ее можешь купить запросто за 1-2 рубля где-то там в магазине, вот, а ты должен корячиться просто раком всю свою жизнь ты должен корячиться. После раздербанивания этой дачи я получаю, короче, $4000. $4000 у меня на кармане. И тоже задается вопрос, а что же купить? Ну вы же помните, что мне всегда хотелось нравиться девушкам. Прям, ну представьте, этот период кубертатный, я не знаю, мне 24, мне там 25 лет. И естественно, я кайфую от AMG. Я, кстати, снимал видео про историю AMG, которую вы все любезно посмотрели. И я решаю себе купить Mercedes. Я залажу и смотрю, что в этот ценовой диапазон, это был 2016 год, я могу купить только единственный Mercedes. Либо гнилой, либо старый, либо гнилой и старый и на компрессоре. Это, ну, чтобы вы понимали, это как турбина, только компрессор. И я, конечно, выбираю третий вариант. Мы опять приезжаем с дядькой. Дядька пьяный, нифига не одупляет. Я говорю, дядька, ну что? Такой, я знаю, что эту машину бы не брал. Я говорю, отлично, тогда берем. Мы попали тоже на такой же перекуп. Мы перекупы попали на такого же перекупа. Вот настолько я был прозорливый и человек, чтобы вы понимали. И поэтому, ребята, это будет окончание первой части. Если вам понравилась эта история и вы хотите продолжение, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я запишу вам продолжение этой истории. Ну, в принципе, весь мой канал вообще построен вокруг был вот этого Мерседеса, да, 202-го, фанатами которого вы являетесь или являлись. Но я вам открою то, что я никогда в жизни никому не рассказывал, что было с этой машиной.
почему я ее продал, почему она настолько долго, и потом, когда ее продал, за сколько ее продал, как я ее продавал, как я ее делал, потому что я сейчас уже могу это рассказать, потому что я уже не в Беларуси. Но если я был в Беларуси, я бы эту информацию вам не рассказывал. Поэтому будьте подписаны на этот канал, напишите, может быть, вашу историю, как у вас появился свой первый автомобиль, подписывайтесь на мой телеграм, там мы будем с вами ночами переписываться, общаться. Короче, и ставьте ваши дизлайки, если вам понравилось это видео. А мы погнали с вами записывать вторую часть, которая выйдет уже через неделю. До встречи!